Сегодня я хотела бы обсудить с вами печень. Человеческое тело можно рассматривать как сложный механизм. Если у нас возникнут проблемы с одним органом, то это может повлечь за собой ухудшение работы других органов. Печень является важным органом в организме. Вместе с желчными протоками и желчным пузырем она выполняет функцию переработки. Она работает непрерывно, очищая кровь от вредных веществ и собирая их в желчи. Этот орган находится под правыми ребрами брюшной части тела и помогает очищать кровь от токсинов. Он действует подобно химической лаборатории в человеческом организме. Около 300 миллиардов клеток печени выделяет из крови необходимые для организма кислоты и питательные вещества, фильтруют и передают их в соответствующее место. Печень имеет верхнюю выпуклую поверхность и нижнюю внутреннюю витеральную поверхность, которые соприкасаются с синей мякотью. Алкогольные напитки являются серьезными врагами для печени, так же как вирусы и жирная пища. Поэтому мы должны быть осторожны в отношении таких вещей. И особенно плохо, если человек употребляет длительное время жареное мясо, жирную пищу и специи. Это может привести к нарушению выработки желчи, что стимулирует образование холангита и камней печени. Как мы уже упоминали, не так просто определить, страдает ли наша печень. Однако есть некоторые признаки, по которым можно предположить это. Прежде чем обсуждать эти признаки, я прошу вас подписаться на канал. Я стремлюсь предоставлять ценный контент для вас. Заранее спасибо. Признаки проблем с печенью. Снижение энергии и общая слабость. При заболеваниях печени часто возникают жалобы на чувство усталости, которую обычно замечают не сами больные, а их родственники. Ослабление, равнодушие, потеря энергии и нарушение сна могут быть вызваны общей отравленностью организма. Это происходит, когда печень не выполняет свою основную функцию – фильтрацию крови и устранение вредных веществ. Вздутие живота. В большинстве случаев чрезмерное скопление жидкости в брюшной полости происходит из-за цирроза печени. Это происходит, когда жидкость и натрий задерживаются в организме, что приводит к повышению кровяного давления в сосудах, которое связано с печенью через кишечный тракт и другие органы. Плохое кровообращение и воспалительный процесс мешают организму выводить натрий из клеток. Поэтому жидкость накапливается. Это может вызвать спазмы, болезненную чувствительность, затрудненное дыхание и боль. Боль в желудке. Как мы уже обсуждали ранее, печень располагается выше желудка и справа от легких. Когда печень воспаляется, начинается ощущение боли, которое распространяется внутри организма и ощущается в области более низкого внутреннего слоя. Задержка жидкости в организме. Возможная задержка натрия в организме и повышенное кровяное давление могут привести к задержке жидкости в организме и вызвать отечность без наличия астита. Частым проявлением этого является отек лица, ног и рук, а также появление удушья. Питание. Развитие цирроза и печеночной недостаточности негативно воздействует на работу пищеварительной системы. В результате возникает вздутие живота, ощущение боли и тошнота, что замедляет перистальтику кишечника. При наличии инсулинорезистентности и пеночной недостаточности количество кишечных бактерий увеличивается, что дополнительно усиливает проблему. На моем канале вас ожидает множество интересных видео, поэтому не забудьте подписаться на него и поставить лайк данное видео. Также будет отлично, если вы поделитесь данное видео с вашими родными и друзьями. Пищеварение. Повреждение печени может привести к повышению проницаемости кишечника. Это может вызвать непокрытие ЖКТ, что в свою очередь может привести к бактериальному разрыву кишечника. Замедление пищеварения связано с изменениями уровня гормонов и наличием желчи.
а также с растяжением связок и возникновением запора. Снижение комфорта желудочно-кишечного тракта также может указывать на нарушение функций печени. Зуд кожи. Часто при хронически распространенных патологиях печени возникает зуд на коже, что является распространенным симптомом. Проявление зуда, как правило, начинается на ладонях, подошвах, складках между пальцами рук и ног, а также в местах, где возникает трение от одежды. Диффузные изменения печени. Билирубин образуется в гемоглобине кровеносных клеток путем неполного переваривания, что, по сути, является отходом пищеварения. Когда его уровень накапливается в крови, глаза и кожа приобретают желтоватый оттенок. Распространение билирубина в печень в большинстве случаев указывает на наличие заболеваний печени или закупорку желчного протока. Потеря аппетита. Возникновение болезней печени и механизма голода во время иммунного ответа связано с активацией цитокинов. Протоколы действуют в качестве посредников, способствуя образованию цитокинов в пищеварительном тракте, что может привести к потере аппетита. Цвет стула. Изменение цвета стула может быть результатом нарушения работы печени, что является клиническим проявлением различных заболеваний, таких как цирроз, опухоли, камни в желчном пузыре, кисты и гепатит. Нетипичный цвет мочи. Разные расстройства печени могут воздействовать на создание билирубина, в то время как функция почек выводит его из организма с помощью мочи. Оттенок мочи, которая содержит повышенные уровни билирубина, может различаться от светло-желтого до розового, золотистого и коричневого. Это может свидетельствовать о повреждении печени. Запор. При серьезном повреждении печени также возникает проблема с пищеварительной системой. Высокое кровяное давление в кровеносных сосудах печени может привести к разрыву этих сосудов, что в свою очередь вызывает кровотечение в желудочно-кишечном тракте. А я на этом вынуждена прощаться. Спасибо за просмотр этого видео. Если вам было полезно данное видео, поддержите его лайком. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. И самое главное, берегите себя, будьте здоровы. До новых встреч!